Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PS. Сценарий релиза 5-го сезона подчастую повторяет ситуацию с третьим, когда без каких-либо анонсов Konami берут и выкатывают новый сезон в eFootball. Аналогичная же история получилась и с 5-м сезоном. Не имея каких-либо анонсов и новостей за сутки, за неделю до сегодняшнего дня, они выкатывают 5-й сезон в eFootball. Сезон поначалу такой же пустой и не предвещающий ничего интересного, но предлагаю во всем разобраться поподробнее. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками, ну а в комментариях не забывайте также делиться своим мнением. Ваша активность помогает продвижению ролика. Как вы наверняка должны помнить, в предыдущих роликах, когда мы заводили речь о сезонах в eFootball, я неоднократно отмечал, что предыдущий 4-й сезон является самым коротким из всех, что когда-либо был в eFootball. И, судя по всему, Konami услышали меня, возможно, и других игроков, и уже 5-й сезон в игре будет длиться намного и намного дольше, а именно, начиная с 11 мая и по 3 августа. То есть, по сути, чуть ли не все 3 месяца, учитывая половину мая, июнь, июль и пару дней в августе. Это означает, что весь последующий контент, который так или иначе Konami будут заводить в конце весны, в начале лета, все это будет в рамках заключительного 5-го сезона для eFootball 2023. И очевидно, что после завершения этого сезона мы наконец-таки получим обновление уже непосредственно до eFootball 2024. Не менее интересный вопрос, который меня интересовал все это время, каким же будет 5-й сезон, какая будет его основная тематика, какой же заголовок Konami придумают для этого мини-сезона. И Konami представили европейское противостояние. Сам же сезон будет посвящен завершению европейского сезона в футбольных лигах. Ну и соответственно в игре появятся паки с игроками, которые лучше всего себя проявили. И в целом весь футбольный сезон были на виду. То есть предварительно прикидываем, это контент на конец мая и скорее всего начало июня. Также отдельно отмечается, что в игре будет специальная кампания, которая состоится 15 мая, когда состоится 6 лет с момента релиза мобильной версии eFootball. Ну тогда она еще называлась PES Mobile. И судя по всему, что Konami приготовит что-то интересное на это число, что же конкретно, узнаем уже на следующей неделе. И по сути это все, что вам нужно знать о концепции 5-го сезона, что он из себя будет представлять и вообще на что он рассчитывает. То есть, как я отмечал еще во вчерашнем ролике, Konami не могли оставить игру без сезона, чтобы она функционировала без 5-го или 6-го уж, грубо говоря, сезона, а поэтому 5-й сезон будет длиться оставшиеся месяцы сезона 22-23. Что же касается непосредственно контента, который мы получили со стартом сезона или который получим уже в ближайшее время, то здесь разнообразием также не пахнет. А именно речь идет об обновлении паков, ивентов и так далее. Ну что можно отметить? Паки остались теми же самыми, то есть эпические паки. В частности, со стартом нового сезона добавили 2 эпических пака с игроками Арсенала и с представителями японской J-лиги. К слову, второй пак не стал единственным, который хоть как-либо связан с J-лигой, поскольку следующим паком, который выкатили вместе с новым сезоном, стал месячный MVP пак с представителями японской J-лиги. За исключением того, что он продается также за золотые монеты eFootball, и помимо 4 представленных игроков, вы также сможете выловить любого бича из J-лиги, просто потратив на это не ГПшки, а золотые монеты. Нужны ли вам такие паки, решайте уже сами. Соответственно, добавили также паки за номинальные контракты, это MVP сезона, и, как я отмечал в своем телеграм-канале, в принципе, футболисты и вправду неплохо проявили себя по ходу сезона, отчего выборка, более чем оправданная. Суть здесь в другом, что для большинства игроков в eFootball подобные футболисты, скорее всего, не будут представлять интереса. И ввиду того, что номинальные контракты не постоянные, на кого-нибудь да потратятся, кого-нибудь в свою команду заберут, но вряд ли будут наигрывать в своем основном составе. Ну и если вы вдруг захотите ознакомиться с моим субъективным мнением насчет этого пака, то подписывайтесь на наш телеграм-канал, в котором я распишу, кого можно взять в свою команду. В концовке буднично отмечу, что также стали доступны паки за номинальные контракты с игроками месяца из J-лиги и мексиканского чемпионата. Для тематических сборок и ивентов за голду
пойдет. Что же касается остального контента, пропуска на матч, ивентов, то обновление самое что ни на есть минимальное. То есть до нового сезона ивентов в игре было даже больше, чем после обновления в четверг. А что же касаемо пропусков на матч, то в лишний раз возникает вопрос касаемо футболистов, которые в эти самые пропуски и пихают. Платя 1000 золотых монет за премиальный пропуск, вы получаете карточку игрока, у которого даже нет геймфейса. Стоит ли здесь что-либо комментировать? И, в общем-то, как-то вот так вот, друзья. Повторюсь, что ситуация 5-го сезона аналогична 3-му, когда начало выдалось очень даже блеклое, но по итогу сезон так или иначе, но заимел интересный контент, который немножко разнообразил игровой процесс. Я полагаю, что с 5-м сезоном будет что-то похожее, потому что на старте мы и вправду получили намного меньше контента, чем могли бы. Да и более того, контент, который был анонсирован непосредственно в трейлере, мы также не получили сегодня, а поэтому то ли еще будет. Также вспоминаем, что на следующей неделе будет праздноваться день рождения мобильной версии eFootball, поэтому Konami что-нибудь доприготовят. Сам лишь факт заключается в том, что Konami уже прям таки кричат о том, что данный сезон он последний в рамках eFootball 2023, и то, что с этой версией, с этим сезоном постепенно пора прощаться. А мы только и рады. Теперь будем говорить о eFootball 2024, особенно когда будут появляться соответствующие инфоповоды. Ну а до тех пор переживаем оставшиеся месяцы в рамках последнего сезона в eFootball 2023. На этом наш ролик подходит к концу. Я всех благодарю за просмотр и в лишний раз напоминаю, чтобы вы не забывали поддерживать это видео своими лайками и комментариями, потому что именно ваша активность — это двигатель прогресса. Ну а если вы на этом канале впервые, то, конечно же, подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Услышимся в следующих видео на канале Realistic PES. До скорых встреч!